Мужчина аккуратно, очень медленно отвязал бедное измученное животное от веревки, взял на руки и, заслоняя собой от веток, вынес к роднику. Девочка расплакалась, увидев беднягу. В одном дачном поселке происходили грабежи. В межсезонье, пока домики пусты, обносили все: лопаты, тачки, другой инвентарь, даже алюминиевые ложки и вилки исчезали. И хотя в поселке был сторож, толку от него было мало. Вечерами он обычно распивал алкоголь и ложился пьяный на свой продавленный диван. Сторожа звали Виктор, мужчина был сомнительного вида, но другие на такую работу не соглашались. Маленькая зарплата и место работы так себе. Надо было постоянно здесь жить, а кто согласится, у всех семьи. Ну а Виктору как раз крыша над головой нужна была, да и был он одиноким, от этого озлобился, стал пить алкоголь и вообще потерял себя. Сколько жалоб было на него, и все напрасно. Ответ был один: никого не видел, ничего не знаю. Вызывайте полицию. И давайте мне сторожевого пса. Буду обходы делать, а собака будет мне помогать. Хозяева участков хоть и возмущались, но один все же собаку привез. Взял из приюта уже взрослого, внушительных размеров пса с грозным именем Трезор. Но так случилось, пес оказался невероятно добрым. Хвостом машет, лает в знак приветствия, радуется и своим, и чужим. Ну какой из него охранник? Виктор сначала пытался своего напарника воспитывать. Методы у него, конечно, были варварские. То голодом морил, то на цепи держал. Трезор от таких методов стал только подальше забиваться в свою будку и сидеть там часами. Выходил только поесть. Это при условии, что хозяин вспомнит и нальет в миску жидкую похлебку. Виктор был недоволен и все время причитал: «Толку от тебя, как от козла молока. Только ешь, а охранять не охраняешь». В итоге он нацепил бедняге веревку на шею и потащил в лес. Увел подальше от поселка, чтобы не было слышно лая или скуления, привязал к сосне и ушел без сожаления. Даже не обернулся. Через неделю начали съезжаться дачники. Солнышко уже вовсю пригревало, и лето вступало в свои права. Александр был в числе тех, кто не прочь отдохнуть на природе. Его супруга Марина выращивала свою первую зелень и радовалась всходам, а дочка Верочка играла в траве, наблюдая за муравьями. Теплым июньским утром они решили прогуляться в лес всей семьей. Дело в том, что в той местности был небольшой родник с чистейшей водой. Родители решили показать дочке живую природу и набрать воды в бутылке. Идти надо было долго, но тропинка вела прямо туда, заблудиться было невозможно. До родника добрались довольно быстро, примерно за 1,5 часа. Пока отдыхали и пили по-настоящему вкусную воду, Верочка услышала вдалеке жалобный вой. На мгновение все перестали разговаривать и прислушались. Ну точно, кто-то воет. А вдруг это волк? Нет, Вера, волки здесь не водятся. Похоже, какой-то пес попал в ловушку. Пробираясь сквозь сосны, Александр увидел собаку, которая была привязана к стволу одного из деревьев. Зрелище было плачевным. Пес совсем был худой, по бокам торчали ребра. Он пытался освободиться, но веревка крепко сдавливала горло. От этого вокруг шеи появились красные следы. Шерсть на этом месте вытерлась, а кое-где скаталась. Пес увидел Александра и попытался скрыться за деревом. Но сил совсем не осталось, да и прятаться было особо негде. «Не бойся, я не буду тебя обижать. Кто же так с тобой поступил?» Мужчина аккуратно, очень медленно отвязал бедное измученное животное от веревки, взял на руки, заслоняя собой от веток, вынес к роднику. Девочка расплакалась, увидев беднягу. «Папа, мы же заберем его домой. Мы же поможем ему». «Конечно, Верочка. Поможем этому бедолаге встать на ноги и найдем хозяина, который будет заботиться о нем». В ближайшие 2 недели они выхаживали пса всей семьей. Вера ни на шаг не отходила от своего нового, неожиданно появившегося питомца. Она назвала его «Дружок». От ласки и любви он быстро начал восстанавливаться и окреп. Через несколько дней он начал хорошо кушать,
и еще через некоторое время уже носился по двору вместе с девочкой. Лето пролетело незаметно, и совсем скоро нужно было уезжать в город. Квартира, в которой жили Иван со своей семьей, была маловата, и содержать большого пса в ней было не очень удобно и комфортно. Да и вообще, такой вариант никогда не рассматривался. Мужчина весь отпуск пытался пристроить дружка, но безрезультатно. Все в этом поселке уезжали в город, а жил постоянно только сторож. Да ты спроси у Виктора, сторожа нашего, он вроде искал себе сторожевую собаку, да и зимой одному тут не так скучно будет. Его прошлый пес сбежал куда-то, говорила мужу Марина. Вера каждый день ходила гулять со своим другом и не хотела даже думать, что скоро им придется расстаться. Но чем ближе была осень, тем на душе становилось тоскливее. Каждый раз, когда довольный и радостный дружок подбегал к ней и смотрел своими добрыми глазами, девочка прижимала его крепко-крепко к груди и тихонько плакала. «Как же я люблю тебя, дружок! Обещай, что ты будешь помнить меня, и следующим летом мы обязательно встретимся». Пока дочь была на прогулке, Иван решил наведаться к сторожу, в надежде, что удастся пристроить пса и найти для него новый дом. Открыв дверь, мужчина увидел во дворе пустую будку и цепь. Рядом стояла миска, в которой на дне была засохшие остатки еды. «Значит, нет у него собаки, значит, есть шанс, что возьмет нашего дружка», — подумал Иван. На крыльцо вышел Виктор в грязной белой майке и штанах с вытянутыми коленками. Он был небритым и помятым. В зубах была зажата тлеющая папироса. В душе у Александра стало неуютно и тревожно. «Виктор, собака нужна. Нужна. Сторожить ваши дома будем с ней. Дело в том, что мы уезжаем и нужно пристроить собаку, которая у нас оказалась случайно. Веди своего пса, посмотрю на него». Вернувшись домой, Иван дождался возвращения дочери и взял собаку за поводок. Дружок как будто почуял, что его хотят отдать другим людям, и жалобно заскулил. У всех четверых щемило в груди, но расставаться было необходимо. «Папочка, дружок самый лучший, он мой верный друг. Он даже помог мне встать, когда я зацепилась за ветку и упала. Не отдавай его, пожалуйста». «Доченька, мы не можем взять такую большую собаку в город, пойми». Мама с дочкой стояли, обнявшись, и провожали взглядом Ивана с дружком, пока те не скрылись за поворотом. Слезы сами текли по щекам. Приблизившись к дому Виктора, дружок стал скулить еще громче и тянул Ивана за поводок. «Ну ты что, малыш, чего боишься? Так надо, не переживай». Виктор, увидев собаку, которую в конце весны увел погибать в лесную чащу, опешил. Челюсть сама по себе опустилась вниз, и окурок выпал на крыльцо. Он почесал свою лысину и рассказал, как хотел избавиться от бесполезного охранника и что этот пес ему не нужен. Глаза Александра налились кровью, а кулаки крепко сжали поводок. Он схватил сторожа и замахнулся, но дружок громко залаял. Мол, не трогай его, не связывайся. Девчонки очень удивились, когда увидели, что глава семейства возвращается не один. Вера бросилась обнимать дружка, Александр уже по пути принял решение. «Он едет с нами, только помойте его, чтобы машину не испачкал». Через пару минут мама с дочкой поливали довольного дружка из шланга, а пес радостно прыгал и облизывал свою новую хозяйку. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.